Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю под таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Сегодня мы рады поделиться с вами нашей последней темой, посвященной грядущему дополнению Греции для Euro Truck Simulator 2. Давайте расскажем вам подробнее о некоторых новых уникальных депо и маршрутах специальных перевозок, которые появятся в этом долгожданном дополнении. Путешествия и туризм играют важную роль в поддержке греческой экономики. В 2023 году Грецию посетили более 32 миллионов туристов. Как вы можете себе представлять, это создает феноменальный спрос на жилье, в том числе в крупных отелях, которые являются одним из новых уникальных мест, куда вы можете доставлять грузы в этом дополнении. Во время путешествия по Греции, в дополнение Греции, вы можете доставить грузы в 5 пользовательских отелей. Мы поговорили с Адрианом, который отвечал за их создание, чтобы узнать больше о процессе их разработки. Все отели в этом дополнении основаны на реальных местах, и каждый из них уникален, рассказывает Адриан. Я с нетерпением жду, когда сообщество найдет их реальные аналоги в игре. Однако один из ваших отелей расположен на Родосе. Пришлось перенести на Лесбос из-за ограничений по размеру. Самая большая сложность этого проекта заключается в том, что пользовательские хранилища, как новая технология, была относительно новым явлением для ETS 2, поэтому у нас не было продвинутых процедур, которые мы используем сегодня. По ходу дела мы многому научились. Поиск отелей и выбор конкретных локаций были особенно сложными, так как в некоторых локациях не хватало места для игрового процесса. Чтобы решить эту проблему, мне пришлось изменить дизайн, чтобы обеспечить достаточное количество парковочных мест разной сложности, сохранив при этом живописное очарование греческих отелей. При проектировании отелей я сосредоточился на том, чтобы сделать место для жесткой парковки более сложным, чем в других депо. Эти места действительно предназначены для опытных игроков, и мне не терпится увидеть, как игроки справятся с ними. Специальные транспортные операции расширяются. Водители, имеющие работу по специальности в Греции, будут рады узнать, что на рынке труда будет прилагаться перевозка негабаритных грузов. Водители грузовиков готовы взять на себя эти тяжелые грузы, найдут несколько новых маршрутов для специальных перевозок. Несмотря на то, что эти маршруты были тщательно спланированы нашими диспетчерами, на пути к конечному пункту назначения вас могут ожидать сложные маневры. Как и всегда, обученные бригады сопровождения и местная полиция помогут вам выбрать правильный маршрут, а при необходимости перекроют движение, чтобы обеспечить безопасный проезд. Думаю, у вас есть все необходимое. Владельцы дополнения Special Transport смогут заключить контракты между следующими городами. Из Афин в Афины, из Салоники до Трикалы, от Янни до Влерне. Требуются дополнения Западные Балканы. Итак, независимо от того, заставляете ли вы груз для специальных перевозок или поддерживаете туристическую экономику, мы искренне надеемся, что вы насладитесь всеми, что может предложить Греция в Euro Truck Simulator 2, который выйдет 4 декабря. Если вы хотите получить уведомление о напоминании о выходе игры, обязательно добавьте ее в список по желаемому в Steam. До новых встреч. Продолжайте в том же духе. Ссылочка на Грецию и Special Transport будет в описании данного видеоролика. Мы рады сообщить нашему сообществу, что обновление 1.53 для Euro Truck Simulator 2 уже официально выпущено. В нем есть новый контент, переработанный контент и улучшение качества жизни и многое другое. Давайте погрузимся в игру и посмотрим, что нас ждет. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в этапе открытого бета-тестирования, оставлял отзывы и сообщал об ошибках. Ваш бесценный вклад позволил нам доработать контент и устранить ошибку, которую изначально ускользнули от нашего внимания. Мы надеемся, что вам понравятся новые функции, изменения и много другого, что появилось в этом обновлении. Ссылочка на данный видеоролик расположен в правом верхнем углу экрана. В рамках нашего проекта по переработке Германии мы рады представить вам города Мюнхен, Матгейм, Лейпциг, Дрезден и крупнейший город и столицу Германии – Берлин. Каждый из этих городов был полностью переработан с нуля и бесплатно включен в обновление 1.53 для Euro Truck Simulator 2.
С помощью передовых картографических методов и технологий наша команда смогла детально переработать каждый город и его окрестности, включая точное отображение отраслей промышленности, новые и улучшенные дорожные сети и известные местные достопримечательности. Мы рекомендуем вам самостоятельно исследовать каждый из этих городов и узнать, что может предложить каждый из них. Вы никогда не знаете, что можете найти. Если вы хотите узнать больше о каждом конкретном городе, обязательно ознакомьтесь с нашими специальными блогами о переработке в Германии, которые вы можете найти здесь. Мы рады сообщить, что Volvo FN Sirius 4 был полностью переработан в обновлении 1.53 для Euro Truck Simulator 2. Мы знаем, что сообщество с нетерпением ожидало новостей об этом долгожданном обновлении, поэтому без лишних слов давайте подробнее рассмотрим изменения, внесенные в этот культовый грузовик. Начнем с кабины, которая была полностью переработана как внутри, так и снаружи. Благодаря новым данным SAPR мы смогли точно переработать детали и внешние элементы, включая передние и задние крылья, бамперы, дефлекторы на крыше и многое другое. То же самое касается интерьера, в котором теперь используются более точные текстуры и материалы, соответствующие новым стандартам Volvo. У водителя также будет возможность выбирать между различными вариантами отделки салона, настраиваемыми сиденьями и рулевым колесом. Шасси Volvo Sirius 4 также была полностью переработана и улучшена с точки зрения деталей, включена новая текстура для улучшения внешнего вида. Однако это еще не все. Пакет тюнинга Volvo FN также был переработан в связи с обновлением Volvo FN Sirius 4. Владельцы этого дополка DLC могут рассчитывать на обновленные детали тюнинга, в том числе передние и задние крылья, бамперы, дефлекторы, крыши и многое другое. Водители также могут заказать специальную краску кабины в честь 25-летия Volvo FN. Это идеальный способ стильно отметить обновление Volvo FN Sirius 4. Мы с нетерпением ждем ваших первых отзывов о переработанном варианте этого культового грузовика, который наша команда постаралась дополнить новыми деталями и улучшениями. Не забудьте поделиться с нами своими комментариями, скриншотами и видео в наших социальных сетях. Мы рады представить функцию, которая, как мы считаем, многим игрокам покажется полезной, особенно тем, кто часто настраивает свои настройки. Чтобы точно настроить то, что им больше нравится, при изменении параметров со значением по умолчанию игроков теперь будет визуальная индикация того, когда параметр был перемещен или изменен из состояния по умолчанию. Настройки, которые были изменены по сравнению со значением по умолчанию, теперь будут отображаться с небольшим визуальным индикатором рядом с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям определить, какие настройки были изменены по сравнению со значением по умолчанию. Еще одна новая функция, которую мы рады добавить в этом обновлении – плавное автоматическое централизирование камеры. Теперь игроки могут включить эту функцию, чтобы автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении вперед функция плавного центрирования становится заметной, плавно перемещая камеру в центральное положение. Это дополнение содержит ряд параметров для настройки под вашим предпочтением, в том числе 3 варианта скорости, которые определяют, насколько быстро или медленно камера возвращается в центр, а также возможность установить количество секунд задержки перед повторным центрированием. Для игроков, которые используют сторонние решения для отслеживания положения головы или предпочитают настраивать положение камеры вручную, есть также возможность полностью отключить эту функцию удачной поездки. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Еще один блок о дополнениях Nordic Horizons уже здесь. Сегодня мы покажем вам некоторые потрясающие городские достопримечательности, которые можно найти в этом грядущем дополнении к Euro Truck Simulator 2. Во время вашего путешествия по самой северной части Европы вы увидите множество исторических зданий, прекрасных скульптур и других потрясающих сооружений.
Одно из этих — театр Гетерборга, визитная карточка шведской театральной архитектуры. Это историческое здание расположено в самом сердце Гетерборга, очаровательного портового города на восточном побережье Швеции. Был построен в 1878 году и остается свидетельством культурного наследия города. На берегу огромного озера Струшейн в центральной части Швеции вы можете увидеть живописный город Эстерстунд и его ратушу, или как мы ее назвали, его мэрию. Строительство этого прекрасного здания, построенного в национальном романтическом стиле, началось в 1909 году и было завершено 3 года спустя. Если вы отправитесь дальше на север, то увидите гидроэлектростанцию Аккататас, которая, как говорится, является воротами в Великие озера и Лапландию. Эта небольшая плотина также является популярным туристическим местом, так как она украшает монументальными росписями, которые символизируют образ жизни и культуру саамов. Переехав в Финляндию, вы можете увидеть памятники финской авиации «Морской орел» в городе Ваас на западном побережье. Этот впечатляющий статус символизирует свободу и дух полета и является свидетельством богатой истории авиации страны. На поле Кипяля, расположенном вдоль национального шоссе 5, вы можете увидеть примерно 1000 неподвижных персонажей с торфяными головами. Безмолвный народ был создан в 1988 году. Как вы думаете, в чем смысл этого арт-проекта? Что ж, вам придется выяснить это самостоятельно, поскольку автор отказывается давать какие-либо ответы, но тем не менее это захватывающее зрелище. Еще одна городская достопримечательность находится в центре кольцевой развязки в финском городе Кусамо, расположенном недалеко от восточной границы страны. Эта скульптура называется «Всплеск» и изображает мощную волну. Давайте ненадолго вернемся в Швецию. Наши талантливые дизайнеры карт также воссоздали прекрасную городскую церковь Умео. Она находится в центре города. Церковь была открыта в 1894 году, на месте, где ранее были разрушены 2 другие церкви. Мы надеемся, что вам понравился этот небольшой обзор создания нашего грядущего дополнения к ТС-2. Если вы также взволнованы выходом дополнения «Северные горизонты», обязательно добавьте его в список желаемого в Steam. Следите за обновлением, подписавшись на нас в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Ссылочка на данное дополнение расположена в описании данного видеоролика. Что обновление 1.53 для American Truck Simulator уже вышло и доступно в Steam, чтобы вы могли им насладиться. Это бесплатное обновление содержит новый контент, о котором вы можете прочитать ниже. Мы хотели бы выразить благодарность всем, кто принял участие в открытом бета-тестировании, поделился своими отзывами и сообщил об ошибках. Ваш вклад был неоценим. Он помог нам доработать это обновление, внедрить улучшения и устранить проблему, которые могли остаться незамеченным ранее. Мы надеемся, что благодаря вашим усилиям вы теперь можете в полном мере насладиться результатами своего упорного труда. Ссылочка на данный видеоролик расположен в правом верхнем углу экрана. 4-й этап проекта California Rewake, посвященному южному региону Калифорнии и включает 10 городов, 3 из которых являются совершенно новыми для American Truck Simulator. Водители, работающие в этом регионе, могут доставлять грузы в Бейкерсфилд, Санта-Марию, Окснард, Мухаве, Барстоун, Индио, Блайт, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Сентеро и обратно. Как и на предыдущих этапах, большая часть оригинальной базовой карты была удалена и полностью переработана с нуля, включая прилегающие к городам территории. Наша команда также сосредоточилась на перестройке ключевых маршрутов, в том числе основных прибрежных автомагистралей, такие как USA 101, СА-1 и Ай-5. Кроме того, были перестроены несколько других важных маршрутов, таких как СА-58, СА-14, СА-99, а также автомагистрали Ай-10, Ай-15, Ай-40 и Ай-8, которые служат жизненно важными связующими путями со Соединенными Штатами США. Более подробно об этом этапе проекта переработки вы можете прочитать в специальном посте блоге.
Начиная с обновления 1.50 мы внедрили и затем расширили функцию динамической погрузки и разгрузки грузов. До сих пор дальнобойщики могли использовать эту функцию при перевозке зерна в бункере, щепы в фургоне или бревен в лесовозе. При использовании лесовоза дальнобойщики могли перевозить бревна и наслаждаться анимированной погрузкой и разгрузкой только в Арканзасе. С обновлением 1.53 эта функция доступна на всей территории США. В обновлении 1.53 Каскад 5-го поколения был добавлен в Driving Academia. Наш новый игровой модуль предоставлен в обновлении 1.52. Этот современный грузовик и новейшее дополнение к списку грузовиков АТС. И теперь вы можете опробовать его в различных сложных сценариях в Driving Academia. Мы рады представить функцию, которая, по нашему мнению, будет полезна многим игрокам, особенно тем, кто часто настраивает параметры игры в соответствии со своими предпочтениями и настройками. Теперь при изменении параметра со значением по умолчанию у игроков будет визуальное отображение того, что параметр был перемещен или изменен по сравнению со значением по умолчанию. Настройки, которые были изменены по сравнению со значением по умолчанию, теперь отображаются небольшим визуальным индикатором ряд с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям определить, какие настройки были изменены по сравнению со значением по умолчанию. Еще одна новая функция, которую мы рады добавить в это обновление – плавное автоматическое центрирование камеры. Игроки могут включить эту новую функцию, чтобы автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении и вперед функция плавного центрирования становится заметной, плавно перемещая камеру в центральное положение. Это дополнение содержит ряд параметров для настройки под себя, в том числе 3 варианта скорости, которые определяют, насколько быстро или медленно камера возвращается в центр, а также возможность установить количество секунд задержки перед повторением центрирования. Для игроков, которые используют сторонние решения для отслеживания положения головы или предпочитают настраивать положение камеры вручную, есть возможность полностью отключить эту функцию. Мы также обновили дополнение Special Transport в рамках проекта California Rewake. Мы добавили новые маршруты для дальнобойщиков, перевозящих негабаритные грузы, между восстановленными городами Лос-Анджелес и Сан-Диего по шоссе I-5. Но это еще не все. В ответ на отзывы у сообщества мы решили повысить максимальную скорость для специальных транспортных средств. Эскорт автомобили и самим транспортным грузовиком теперь могут двигаться со скоростью до 90 км в час, что больше предыдущего ограничения в 64 км в час. Мы также добавили новую функцию скользящих тандемов. Раньше игроки могли устанавливать оси прицепов только в фиксированном переднем или заднем положении. Теперь некоторые прицепы оснащены обновленными шасси, позволяющие игрокам свободно перемещать оси, чтобы оптимизировать распределение веса груза. Но будьте осторожны, чтобы сделать эту функцию максимально реалистичной, если расстояние от задней оси прицепа до шкворня превышает 40 футов, вы рискуете получить штраф на калифорнийских пунктах весового контроля, а в некоторых случаях непосредственно от полиции. Мы надеемся, что вы в восторге от нового контента. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы не пропустить ни одной новости из мира American Truck Simulator. И делитесь с нами скриншотами и видео с новым контентом. Берегите себя за рулем. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть фейлы моменты прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС, ВК или Телеграм, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя была. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала PakeMaker. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала PakeMaker. You want me to